Еще один вопрос от Сергея. Для чего англосаксы неоднократно экранизировали Шерлока Холмса, а также доктора Хауса, Менталиста? Ведь в этих фильмах у зрителя пытаются вызвать интерес к дедукции. Вызвав интерес, зритель заинтересуется темой и начнет изучать дедукцию, потом выйдет на предмет логика. Поумнеет, и им сложно будет управлять, что не нужно хозяевам. Да вот, если бы не нужно было, то не снимали бы эти фильмы-то. Вот этот вопрос напрямую примыкает к вопросу о кадрах. А какие кадры должны, и как они более состоятельные и системные? И ведь в чем проблема западных кадров? А именно в том, что там существуют Шерлоки Холмсы, докторы нет, не Ватсон, Хаус и менталисты. Вот если вот как бы объединяя все вот это, можно вернуть к любой экранизации Шерлока Холмса или к первоисточнику. Момент, когда происходит действительное знакомство, не первая встреча, а действительное знакомство доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Когда это происходит? Однажды Шерлок Холмс заходит в комнату и видит, что доктор Ватсон читает книгу. И этот Холмс удивляется: вы книгу читаете? Он это роман. Да зачем он нужен-то? Ну как же так? Вот там это культурное наследие. Диккенса он читал, да. Вот, культурное наследие, там а зачем это нужно? Мне это как в профессии-то пригодится? Дальше он разговаривает, там Коперник, зачем мне этот Коперник? Земля вращается вокруг Солнца. Он говорит, вообще-то, Холмс отвечает, вообще-то я вижу, что Солнце вращается вокруг Земли. Предположим, что вы правы. Мне это каким боком? Как это относится к жизни? Вот я знаю то, что мне нужно по профессии, и этого мне вполне достаточно. То есть специалист подобен флюсу. И это проявляется во всей западной системе подготовки. И специалисты, они наиболее эффективны, западные, именно в узкой сфере. А кто объединяет-то все это? На какой концепции? Как это будет функционировать? Ведь как этот доктор Хаус, да? Я великолепно могу ставить диагнозы, и поэтому мне нет дела до каких-то там человеческих отношений. Что хочу, то и ворочу. А вы должны считаться с моим эго. Менталист – манипулирование людьми на основе знания психологии. И вот, понимаете, частности, во всем частности. А ведь общее видение картины, действительно творчество дает общее развитие человека, когда он знает, что он представляет из себя вот в этом во всем мироздании. И именно, чтобы исключить ощущение человека как частицу всего мироздания, а сделать из него просто приложение к социальному организму, как какой-то винтик, функциональный элемент, вот и направление. Действительно, Шерлок Холмс, какой прекрасный. А зачем ему действительно все это? Вот химию изучил там и прочее, знает какие-то частности, может с ними манипулировать. Менталист психологию изучил, может манипулировать. Хаус изучил физиологию, анатомию, может этим... И каждый вот во всем. А вот из этих частностей общего-то не получается. У них нет между собой связующего звена. Это отдельные элементы общества. И это идет распадание, и это ведет к наращиванию ошибки управления, и это ведет к кризису вообще в управлении всеми процессами. Это ведет к глобальному экологическому, экономическому, военно-политическому кризису. Но это не позволяет людям стать в качестве людей, реализовать свой генетически обусловленный потенциал. Вот для этого и идет такое пропагандирование. Ограничить в знании, ограничить в восприятии себя миром. И при чем здесь логика?
Ну вот, примерно так. Это последний вопрос. Вот чем интересно было советское образование? Оно было политехническим. Людям предоставлялось знание в общем, пусть и в общих чертах, но обо всем. И формировалось у человека ощущение себя частью единого целого. Именно это основа жизни любого общества, вот, человеческого общества. А распадание общества на части, оно ведет к тому, что люди, обладающие определенными логическими возможностями построения какого-либо анализа, вот, они индивиды, они вне общества. Они достигают в той или иной степени нужного обществу результата, но только исключительно в собственных целях. И используя, в общем-то, это общество как базис построения своего управления, но никак не для развития всего общества. И только одно знание в мире об управлении сложными социальными суперсистемами, изложено в концепции общественной безопасности, дает представление и знание о того, как построить гармоническое общество, как обеспечить мир на всей планете, развитие культур разных народов, их взаимодействие. В концепции общественной безопасности единственном источнике дается знание об управлении сложными социальными суперсистемами и формируется понимание человека как части общества, а не как атомизированного индивида, который по отношению к обществу имеет право на все. Но любые знания, они не даются просто так. Их нужно освоить. И не надо думать, что кому-то кто-то даст возможность 5 лет не думать о деньгах и сидеть на всем готовом и изучать, и изучать, и изучать. Ну, во-первых, это не слишком плодотворно, поскольку знание, полученное вот таким образом, оно схоластично, оно не применяется в жизни. А знания, которые вы осваиваете в процессе своей жизни, хотите вы того или нет, но вы сразу начинаете применять в жизни. И вы сразу понимаете, где знания вам помогают, а где вы это знание применили неправильным образом или что-то не освоили и в результате вызвали какой-то определенный напряг в управляемой системе. И вы сразу же откорректировали. Вы сразу полученные знания внедряете в жизнь. Но для того, чтобы освоить это знание, нужно над собой поработать. Товарищ Сталин говорил, что любому человеку доступно прочитать перед сном 5 страниц текста. И в принципе он прав. Можно строить свою жизнь таким образом, чтобы эти 5 страниц текста перед сном можно было прочитать. Понимаем, что есть и критические ситуации, сложившиеся, личные обстоятельства, которые не допускают по каким-либо причинам вот такого режима. Но перестраивание своей деятельности постепенно убирает эти мешающие собственному развитию причины. И дальше вы уже начинаете учиться сами и учить других. И поэтому, освоив знания об управлении сложными социальными суперсистемами, вы сможете защитить интересы свои и своей семьи, обеспечить мирное небо над головами ваших детей. Помните, знание – власть. Берите эту власть в свои руки. Будьте концептуально властными. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.